Здравствуйте, мои друзья! Сейчас в разгаре сезон слив, и мы с вами приготовим летний, вкуснейший сливовый пирог. И готовится он совсем несложно. Нам понадобится 500-600 грамм сливы. Сливу я помыла, разрезаем ее на половинки, удаляем косточку и нарезаем на ломтики толщиной примерно полсантиметра. Пошаговый рецепт и в граммах, и в стаканах вы сможете прочитать в описании под видео. Вот такие ломтики у нас получаются. Теперь готовим тесто. 4 яйца, 10 грамм ванильного сахара, щепотка соли, 200 грамм просто сахара. И нам миксером все нужно взбить в пышную, посветлевшую массу. Вот такая у нас яичная масса получилась. Теперь мы добавляем 200 граммов размягченного сливочного масла. И миксером все взбиваем до однородности. Посмотрите, какая кремовая масса у нас получается, сливочная. Теперь добавляем 200 грамм, это баночка сметаны. У меня сметана 15% жирности. В этом рецепте можно взять сметану любой жирности. Здесь это не важно. Теперь сухие компоненты. 400 грамм мука, 10 грамм разрыхлителя. Все это мы просеиваем в миску к жидким компонентам и при помощи миксера или лопаточки замешиваем однородное тесто. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Посмотрите, какой по консистенции тесто получается. Оно достаточно густое, пышное, кремовое, похоже на тесто для оладьев. 1/4 часть от общего количества теста мы выкладываем в кондитерский пакет. Это тесто нам понадобится для оформления верха нашего пирога. Форма у меня 30 на 20 сантиметров. И дно и бока я выстелила пекарской бумагой. И оставшиеся 3/4 теста нам нужно выложить на дно формы. И лопаточкой все разровнять ровным слоем, чтобы пирог у нас получился ровным и красивым. Как видите, все несложно и достаточно быстро. И теперь нарезанную сливу мы выкладываем в виде такой черепицы наверх нашего пирога. Чем больше сливы, тем пирог вкуснее. Срезаем кончик у кондитерского пакета и вот такую тоненькую решетку рисуем по верху пирога. Будет смотреться очень даже привлекательно. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будем печь пирог до румяности 40-45 минут, в зависимости от вашей духовки. В моей духовке до румяности пирог пекся 45 минут. Готовность нужно проверить на сухую зубочистку, дать пирогу полностью остыть, только после этого убрать форму, убрать пекарскую бумагу, выложить на блюдо. Посмотрите, какой красивый, какой румяный получился наш пирог. Перед подачей можно посыпать для красоты сахарной пудрой. И сейчас мы пирог будем разрезать и пробовать. Режется он прекрасно. Он мягчайший. Посмотрим, какой в разрезе красивый кусочек у нас получился. И низ и верх румяные. Пропекся бисквит. Слива не потекла. Друзья мои, это так вкусно. Не поленитесь. Приготовьте этот летний сливовый пирог.